Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу поговорить не о садовых растениях, а о комнатных цветах. Им тоже хоть иногда хочется уделить должное внимание. В этом видео речь пойдет про каланхоэ, а конкретно, как заставить его цвести. Это эффектное и многим известное растение часто приобретают свой дом. Такой цветок сложно не полюбить за его декоративный вид и малоуходность. Особенно красиво выглядит каланхоэ во время цветения. Глядя на эффектные цветущие кустики, выставленные на продажу в супермаркетах, нам кажется, что каланхоэ будет долго и красиво цвести и в домашних условиях. Но спустя определенное время цветки опадают, и растение привлекает лишь своей декоративной листвой. И так из года в год. А в чем же причина и как заставить растение вновь зацвести? Хочу сразу отметить, что во многом обильное цветение зависит от сортовых особенностей каланхоэ. Также очень многие магазинные растения в основном выращены в специальных тепличных условиях с выгонкой на профессиональных удобрениях. Поэтому и выглядят они презентабельно. И хотя этот неприхотливый суккулент никакого особого ухода не требует, но кое-что о его предпочтениях стоит знать. Кстати, каланхоэ – это не только красивое комнатное растение. Оно отлично справляется с очисткой воздуха в помещении. Его плотные листья поглощают из внешней среды вредные вещества и даже особо ядовитые формальдегиды. А про его лечебные свойства и говорить лишний раз не стоит. Уверена, что все знают о пользе этого домашнего лекаря. К тому же он действительно очень эффектно цветет. Только вот как заставить его зацвести повторно? Ведь именно цветущим многие из нас его и покупали для украшения своего интерьера. А для этого следует знать о некоторых особенностях растения. Чтобы простимулировать этот суккулент на закладывание цветочных почек, необходимо выполнить некоторые несложные мероприятия и учесть важные для цветения факторы. Имейте в виду, что любому растению для цветения крайне важен свет. Если ваш каланхоэ будет постоянно находиться в притенении, например, в глубине комнаты или на слабо освещенном подоконнике, то цветов от него можно не ждать. Но и от постоянных палящих лучей солнца на южном окне мясистые листики этого суккулента тоже будут страдать. Лучше всего подойдет для этого растения интенсивный, но рассеянный свет. Обратите внимание на качество грунта, в котором растет ваш цветок. Земля с кислой реакцией, чрезмерно уплотненная и тяжелая, суккулентам не подходит. Субстрат для каланхоэ должен быть рыхлым, влага- и воздухопроницаемым. Это важно. Для этого в земляную смесь можно добавить песок или агроперлит. Последний является отличным разрыхлителем и не только. А дело в том, что суккуленты не терпят переувлажнения, а добавленный субстрат агроперлит будет поглощать излишнюю влагу, которая каланхоэ во вред. О наличии дренажа на дне горшка также не стоит забывать. Ну а про дренажные отверстия, думаю, и напоминать не надо. Это обязательное правило для всех цветочных культур. Многие комнатные цветы не станут цвести, если им не предоставить в холодный сезон соответствующий режим покоя. Вот каланхоэ как раз к таким и относятся. В этот период года надо снизить до минимума поливы, исключить любые подкормки и понизить температуру воздуха. Цветок не должен стоять вблизи отопительных приборов. Отличие таких растений в том, что они закладывают свои цветочные бутоны именно в прохладный период с коротким цветовым днем. Поэтому зимой после 7 вечера полезно накрывать крону каланхоэ обычным бумажным колпаком. Утром обязательно его снимать. Но уже с приходом тепла световой день наоборот увеличивают с помощью дополнительной подсветки. Дополнительно вместе с поливами вносят комплексные подкормки. В их составе должно быть преобладание фосфора и особенно калия. Если кормить только азотсодержащими удобрениями, то растение начнет активно расти, то есть наращивать листья в ущерб цветению.
Для образования цветочных почек очень важно наличие молодых приростов. На старых веточках каланхоя не станет цвести. Для этого его время от времени омолаживают, удаляют старые листья и укорачивают вытянувшиеся побеги. Также необходимо своевременно удалять отцветшие соцветия. Если это делать вовремя, можно добиться повторного и очень длительного цветения. К тому же после такой процедуры ваши кустики будут выглядеть аккуратными и более пышными. Если соблюдать эти несложные правила, тепловой и поливной режим, а также период покоя с коротким цветовым днем в холодный осенний сезон, уже в начале зимы или позже из листовых розеток станут прорастать цветоносы с бутонами. И некоторое время спустя ваше растение войдет в долгожданное цветение, которое продлится в течение нескольких месяцев. Кстати, самой благоприятной температурой для стимулирования цветения каланхоя считается днем от плюс 22 до 27 градусов, а ночью между 16 и 18 градусами. Если в ночное время температура будет ниже минимальных значений или поднимется выше 24 градусов, бутоны формироваться не будут. Также не стоит располагать вазоны на сквозняке, например, у открытого окна или двери балкона, и вблизи отопительных приборов. Обязательно поделитесь своим мнением по этой теме и опытом в комментариях. Как вы стимулируете каланхоя к повторному цветению? Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на функцию колокольчик, чтобы всегда быть в курсе и не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк, и до новых встреч на нашем канале.